Вы сидите в своей гостиной, за окном разгар самого жаркого летнего сезона, и тепловые волны буквально плавят асфальт. Внутри работают вентиляторы, и вам кажется, что ваша кошка в полной безопасности, ведь она не выходит на улицу. Но внезапно вы поворачиваете голову и видите нечто пугающее. Ваша кошка лежит на полу, широко открыв рот и тяжело дышит, высунув язык в точь как собака. Если вы видите это прямо сейчас, вам нужно действовать немедленно. Запомните, в отличие от собак, кошки не используют одышку как нормальный способ охлаждения. Если кошка дышит с открытым ртом, она находится в состоянии опасного перегрева, она в красной зоне. Привет всем, я доктор Тони Ли, ваш ветеринар. Некоторое время назад я выпустил руководство по охлаждению собак в жару, и оно вызвало огромный резонанс. Но сотни владельцев кошек буквально завалили меня просьбами сделать версию для наших пушистых друзей. Я искренне прошу прощения, что это заняло столько времени, но я здесь, и сегодня мы проведем настоящий мастер-класс по летней безопасности кошек. Сегодня мы перейдем сразу к делу. Я научу вас удивительной биологии того, почему ваша домашняя кошка тайно перегревается прямо сейчас. Мы разоблачим тихие, предупреждающие знаки, такие как потные лапы, густая слюна и ярко-красные десны. Я раскрою пугающую правду об анатомии плоскомордых пород и объясню, почему включенный потолочный вентилятор абсолютно бесполезен для охлаждения вашей кошки. А затем я дам вам свой ультимативный трехэтапный протокол охлаждения и расскажу о фатальной ошибке, которую вы никогда не должны совершать во время теплового удара. Нажмите кнопку подписки, чтобы присоединиться к нашей семье осознанных родителей. Возьмите блокнот и давайте начнем. Глава 1. Предки из пустыни. Прежде чем мы научимся их охлаждать, нам нужно быстро понять, почему кошки справляются с жарой совершенно иначе, чем собаки. Ваша прекрасная пушистая домашняя кошка биологически является потомком древних, кошачьих, обитавших в пустынях. Благодаря этой генетической истории кошки от природы любят тепло. В дикой природе их тела приспособлены выдерживать температуры, приближающиеся к 38 градусам Цельсия 100 град F. Именно поэтому они активно ищут самые жаркие солнечные пятна в вашем доме. Но вот где современная жизнь ломает их биологию? В пустыне всегда есть движение воздуха. Современный же дом без кондиционера или закрытая квартира, пока вы на работе, действуют как застойная теплица. Когда температура внутри закрытой комнаты поднимается выше 29 градусов 85 ра, при нулевой циркуляции воздуха, кошка теряет способность физически регулировать температуру своего тела. Они оказываются в ловушке, как в духовке. Это создает феномен, который я называю ловушкой солнечного луча. Кошка засыпает в жарком пятне солнечного света, потому что тепло приятно расслабляет ее мышцы. Но когда она погружается в глубокий сон, температура ее тела начинает медленно и неуклонно расти, потому что в комнате нет потока свежего воздуха. Тепло просто накапливается внутри ее густой шерсти. К моменту, когда кошка просыпается и понимает, что ей опасно жарко, она уже страдает от сильного теплового истощения. Она встает, чувствуя головокружение, тошноту и слабость, и пытается найти холодный кафельный пол, чтобы спастись. Теперь я знаю, о чем вы думаете. Вы думаете, ну, доктор Тони, я просто оставляю потолочный вентилятор на максимуме или направляю большой, напольный вентилятор на кошачье дерево, пока я на работе. Это ведь охлаждает их? Это одно из самых больших заблуждений в уходе за животными миф об электрическом вентиляторе. Вентиляторы не делают абсолютно ничего для охлаждения кошки. Вентилятор не снижает температуру в комнате, он просто перемещает воздух. Вентиляторы охлаждают людей, потому что движущийся воздух попадает на пот, покрывающий нашу кожу, вызывая быстрое испарение. Но у кошек густая шерсть, и они не потеют через кожу. Направлять воздух температурой 29 градусов на покрытую мехом кошку – это по сути то же самое,
что направлять на нее горячую струю из фена. Это не дает никакого биологического облегчения. Мы должны найти лучшие методы. Глава 2. Потные лапы и сигнал тревоги. Как же понять, что вашей кошке становится слишком жарко, прежде чем это превратится в экстренную ситуацию? Мы переходим к главе о потных лапах и тревоге одышки. В отличие от людей, которые потеют всем телом, у кошек потовые железы находятся только в одном специфическом месте на подушечках – лап. Если в вашем доме становится жарко, я хочу, чтобы вы посмотрели на свои полы. Видите ли вы крошечные влажные отпечатки лап на плитке или ламинате? Если ваша кошка оставляет потные следы, ее тело подает первый ранний сигнал тревоги о том, что оно изо всех сил пытается сохранить прохладу. Следующий признак, на который стоит обратить внимание, это поведение при вылизывании. Вы когда-нибудь замечали, что ваша кошка одержимо лижет свои бока, живот или передние лапы в жаркий летний полдень? Это биологический механизм охлаждения. Поскольку они не могут потеть через кожу, они покрывают свою шерсть слюной. Когда эта слюна испаряется, она слегка имитирует процесс человеческого потоотделения, немного охлаждая кровь. Чрезмерное лихорадочное вылизывание в жаркий день означает, что кошка перегревается. Если мы пропустим потные лапы, организм переходит к последней, самой отчаянной мере красному флагу одышки. Я хочу, чтобы каждый владелец кошки запомнил это. Когда собаке жарко, она счастливо дышит ртом, чтобы охладиться — это нормальная биология собак. Но для кошек дыхание с открытым ртом никогда не бывает нормальным. Кошка — облигатный носовой дыхальщик. Биологически они запрограммированы дышать исключительно через нос. Если кошка дышит ртом, температура ее тела достигла катастрофического уровня. Ее внутренние органы буквально пекутся, и она изо всех сил пытается закачать достаточно кислорода в легкие. Кошка с одышкой переживает тяжелую гипертермию или внезапную сердечную недостаточность. Это ситуация, когда нужно бросить все и немедленно ехать в ветеринарную клинику. И здесь я должен добавить критическое анатомическое предупреждение. Если вы владелец персидской кошки, экзотической короткошерстной, гималайской или шотландской вислоухой, вы должны быть в 3 раза бдительнее. Это брахицефальные породы, что означает, что у них плоские морды и сильно укороченные дыхательные пути. Из-за того, что их носовые проходы сжаты, они физически не могут дышать достаточно эффективно, чтобы охлаждать свою кровь. Эти прекрасные плоскомордые кошки в 3 раза чаще погибают от летнего теплового удара, чем обычные кошки. Вы обязаны держать их в прохладном помещении с кондиционером. Я знаю, что это звучит невероятно пугающе, но сейчас вы узнаете, как именно предотвратить это навсегда. Глава 3. Главное предупреждение и протокол охлаждения. Добро пожаловать в главу о протоколе охлаждения. Если вы пришли домой и ваша кошка сильно перегрета, человеческая логика подсказывает нам использовать лед. Я требую, чтобы вы полностью стерли этот инстинкт из своей памяти. Вы никогда не должны класть кошку в ледяную ванну и никогда не должны обливать ее тело ледяной водой, потому что, когда вы выливаете ледяную воду на перегретое животное, кровеносные сосуды на поверхности его кожи мгновенно сужаются и закрываются, чтобы защитить тело от замерзания. Это называется массивной вазоконстрикцией. Когда эти поверхностные сосуды захлопываются, они запирают всю опасную, кипящую горячую кровь глубоко внутри основных органов. Вы буквально закрываете дверцу духовки, оставляя жар внутри. Это вызывает тяжелый медицинский шок и быструю полиорганную недостаточность. Никаких ледяных ванн. Точка. Вместо этого мы будем использовать ветеринарную науку. Вот мой ультимативный 3-этапный протокол охлаждения. Шаг 1. Ежедневная профилактика. Я называю это трюком с кубиками льда. Каждое утро, прежде чем уйти на работу, просто бросайте 2 или 3 обычных кубика льда прямо в миску с водой вашей кошки. Это служит 2 блестящим целям. Во-первых, это очень постепенно снижает температуру питьевой воды,
поощряя кошку безопасно пить больше жидкости. Во-вторых, это стимулирует игру лапами. Кошки обожают бить по плавающим предметам. Когда они гоняют холодные кубики по миске, ледяная вода напрямую охлаждает те самые потные подушечки лап, о которых мы говорили ранее, создавая естественный эффект мягкого кондиционирования для всего организма на весь день. Если у вас крайне привередливая кошка, которая игнорирует обычный лед, вы можете улучшить этот трюк. Возьмите банку тунца в собственном соку, процедите эту воду в формочку для льда и заморозьте. Бросьте один тунцовый кубик льда в отдельную миску, ваша кошка проведет 30 минут, вылизывая и играя с этим холодным лакомством, получая интенсивное охлаждение и мощную гидратацию одновременно. Шаг 2. Пассивный комфорт. Добро пожаловать в хак с замороженной бутылкой. Это для тех самых жарких и душных послеполуденных часов. Возьмите обычную пластиковую бутылку с водой, наполните ее из-под крана и заморозьте до твердого состояния за ночь. Утром плотно оберните эту замороженную бутылку тонким полотенцем для рук или хлопковой наволочкой. Поместите эту обернутую бутылку прямо в любимую лежанку вашей кошки или рядом с местом, где она любит спать. Вы только что создали искусственную зону прохлады. Кошки умны. Когда они почувствуют, что им становится слишком жарко, они сами найдут эту бутылку. Они свернутся калачиком вокруг нее или прислонятся к ней спиной. Бутылка излучает стабильную, мягкую прохладу, которая безопасно вытягивает жар из их шерсти, не делая их мокрыми и не шокируя систему. Шаг 3. Экстренная первая помощь. Мы называем это трюком с прохладным влажным полотенцем. Это именно то, что вы должны сделать, если заметили, что ваша кошка опасно перегрелась или проявляет ранние признаки теплового истощения. Прежде чем вы отправитесь в клинику, возьмите мягкую мочалку или маленькое полотенце и подержите его под обычной прохладной водой из-под крана в кухонной раковине. Не используйте ледяную воду. Сожмите полотенце так, чтобы оно было влажным, но с него не капало. Вы не собираетесь заворачивать всю кошку в полотенце, потому что это на самом деле заперло бы тепло ее тела внутри, как тяжелое одеяло. Вместо этого вы приложите эту прохладную влажную ткань непосредственно к 3 специфическим медицинским целевым зонам. Осторожно прижмите прохладное полотенце к паху, подмышкам и непосредственно к голым подушечкам лап. Почему именно эти места? В ветеринарной анатомии пах и подмышки имеют меньше всего шерсти, и там проходят крупные кровеносные сосуды прямо под поверхностью кожи. Когда вы помещаете прохладу непосредственно над этими крупными сосудами, влажное полотенце действует как биологический радиатор. Охлажденная кровь безопасно и стабильно циркулирует прямо к сердцу и мозгу, быстро снижая внутреннюю температуру без риска вызвать шок. Это ультимативная мера спасения жизни, чтобы стабилизировать их перед поездкой к экстренному ветеринару. Заключение. Летние тепловые волны – это абсолютно пугающее время для владельцев животных. Мы чувствуем вину, когда нам приходится уходить из дома, постоянно беспокоясь, не перегреваются ли наши драгоценные питомцы, пока нас нет. Но теперь у вас есть полный летний инструментарий для кошек. Понимая их биологию жителей пустыни, обращая внимание на потные следы на плитке и зная об экстремальной опасности одышки, вы теперь на миле впереди среднего владельца кошки. Избегая фатальной ошибки с ледяной ванной, обеспечивая ежедневную профилактику кубиками льда, создавая зону отдыха с замороженной бутылкой и точно зная, куда приложить влажное полотенце в экстренной ситуации, вы взяли полный контроль над их окружением. Вы обеспечиваете их безопасность. Сам факт того, что вы уделили часть своего дня, чтобы сесть, узнать об анатомии кошек и понять, как защитить их от жестокой жары, доказывает, какой вы любящий и преданный защитник. Кошки не знают, что передают в прогнозе погоды, они просто знают, что вы всегда рядом, чтобы они чувствовали себя комфортно и в безопасности. Я очень рад, что наконец-то смог выпустить это видео для вас. Я хочу знать и о ваших кошках.
Есть ли у вас плоскомордый перс или экзот, которому тяжело летом? Замечали ли вы когда-нибудь эти очаровательные потные отпечатки лап на полу? Расскажите мне свои истории в комментариях ниже, я обожаю их читать, и ваш опыт может помочь другому владельцу прямо сейчас. Если этот разбор придал вам уверенности и дал надежный план действий, пожалуйста, нажмите кнопку лайка. Это поможет алгоритмам YouTube понять, что эта естественная медицина важна и поможет спасти жизни многих других кошек. И обязательно подпишитесь на нашу семью образованных владельцев. Я доктор Тони Ли. Приготовьте эти миски с ледяной водой сегодня вечером и оставайтесь в прохладе.